Всем привет, дорогие друзья! Буквально вчера Valve донесло до нас информацию, которая просто взволновала весь киберспорт. И сегодня мы вместе с Блейдом обсудим все изменения, которые будут происходить в жизни киберспортсменов и его в частности. Привет, Андрей, как дела? Привет, отлично. Ну что, давай с тобой обсудим прям буквально по пунктам все такие самые громкие изменения, которые будут внесены в Valve. Вообще, может быть, ты в целом расскажешь, как тебе то, что произошло вчера, и вот какое-то твое общее отношение к этим новым правилам? Ну, я бы сказал, там в чем-то позитивное, в чем-то нет. Хорошо, тогда давай по пунктам. Я тут их все себе буквально прописала, чтобы мы не запутались. И давай начнем с самого такого позитивного и легкого. Стикеры команд. Мы уже давно соскучились по мейджорам, и вот нам хоть какие-то дали отголоски этого прекрасного турнира до нас донеслись. Что скажешь по стикерам? Чьи стикеры советуешь покупать? Вопрос риторический. Стикеры круто для фанатов. Ты можешь получить частичку как бы Нави виртуальную в игре. Это Мгм. очень круто, и хорошо, что Valve наконец это сделали. Само собой, вы покупаете стикер Нави, но смотреть в целом, то там реально много крутых стикеров у многих команд. Скажи, насколько для игроков это важно? Ну вот, то есть мы всегда знали, что это какой-то доход, который получают игроки, я не прошу там называть какие-то цифры или проценты, но в целом знаешь ли ты, насколько там обрадовались, может быть, ребята в комьюнити, насколько это важно для игроков? Любой игрок обрадуется, поэтому, наверное, обрадовались. Мгм. Такой приятный бонус. Само собой, игроки получают доход от этого, и это правильно. Хорошо, поехали дальше. Обнуление РМР очков. Команды, которые играли РМР турниры, старались, несмотря на разные события, которые у нас были связаны с этими РМР турнирами, про читы и про все остальное. И сейчас это все обнулилось. Лишь самые лучшие получили какие-то вот бонусы, какие-то крохи все-таки очков на следующий сезон. Согласен ли ты с этим правилом, с этими изменениями? Ну, я так понимаю, что в будущем будет такая же система и будет обнуляться после лан-мажоров также все. Поэтому они как бы условно зафиксировали как бы концовку мажора, которого якобы не было. Вышли стикеры, и очки обнулились. Также, наверное, будет, когда будет мажор в октябре. Он закончится, и снова будет также новый сезон, и будет также там легенда по 600, очков 600, и так далее. Поэтому Мгм. это, в принципе, их новый регламент. Следующий мажор проходят те команды, которые в форме, а не те, которые получили слот на прошлом мажоре. То есть, как было ранее, ты доходишь до легенды, потом получаешь автоматический слот. Valve решил от этого отказаться, и, в принципе, хорошая, Мгм. довольно справедливая, объективная система. Смотри, но мажора-то не было. И получается, что 3 РМР турнира у нас прошли в никуда, получается. Получается так. Да, но, как я сказал, это условный мажор. Они зафиксировали концовку, потому что его не было, а стикеры-то были. Стикеры это и есть условно, типа, как бы линия мажора. Ну, то есть это некий Э, компромисс, да? Да, потому Мгм. что в итоге, ну, странно, типа, 2 года идти к этому мажору по очкам, поэтому они решили обнулить. Вот так. Ну, тоже непонятно. Под конец к мажору они хотят иметь сильнейшие команды. И, видимо, странно учитывать очки там марта прошлого года. Все довольно-таки объективно будет. Мгм. Хорошо, давай к следующему изменению двигаться. Наверное, самое такое спорное, как раз по поводу тренеров, да, на то, о чем ты уже обмолвился. Valve запрещают участие тренера на РМР-турнирах в играх вместе с игроками. Они не могут сидеть в TeamSpeak, не могут принимать участие в игре. Ну, очень многие высказались негативно по этому поводу. Есть и те, которые поддержали эту затею. Что же думаешь ты? Насколько это ударит по Нави и насколько это вообще в целом хорошая идея? Но в целом Valve всегда не очень поддерживали идею тренера. Для них это как шестой игрок, и это, в принципе, логично, потому что тренер может подсказывать по ходу игры. Там те, у кого его нет, получается, не в преимуществе. На лане тренер может говорить только во время тайм-аутов и в перерыве между картами. Они как бы пытаются э, вернуть ограничения эти же в онлайне, потому что в онлайне тренер может говорить по сути всегда, и можешь что-то увидеть, например, на карте, не знаю, какой-то звук услышать, или просто увидеть, кто-то информацию не дает, кто-то неправильную позицию держит, и он может корректировать действия внутри раунда. Это как бы не чит, но это тоже как огромная помощь. С одной стороны, это правильно, потому что на лане у тебя нет таких возможностей, как в онлайне. Но в любом случае это все пока что онлайн и только на РМРах, а РМР, там, например, для нас это СНГ. По сути, СНГ турниры.
в онлайне это вполне приемлемо. С другой стороны, там неправильно то, что ни тренер, никакой персонал не могут находиться в одной комнате с игроками. Опять же, непонятно, ну, как бы игроки не все играют на буткемпах, кто-то играет из дома. А если играешь на Я буткемпе, уверен, как это контролировать? Ну, то есть, тренер может сидеть с тобой в комнате, и ты можешь не показывать его на вебке, и никто об этом не узнает. я бы даже сказал, когда контролировать, когда игрок играет дома. У Ну да. многих по-любому сидят какие-то друзья, знакомые, может просто даже игрок какой-то может быть, ну, Ну, два какой-то игрока типа могут там личный где-то. тренер, да, условно говоря, какой-то твой дружаник, который классно тоже играет, и можете что-то посоветовать, помочь. Ну да, и поэтому это никак не контролируется. Опять же, там не сидит в одной комнате. Если он за дверью сидит там и что-то кричит, например, какую-то информацию, Мгм. там, как это вообще контролировать, и где это, как это регламентируется? Само собой, это все условно, просто намек на то, что как бы, ну, не надо вообще во время матча коммуницировать каким-то образом с игроками. То есть я бы сказал, они просто максимально ограничили себя от каких-то рисков и полностью как бы убрали все возможные варианты, контакты и так далее. Например, если брать турниры Blast, ESL, там давно уже как бы устанавливают программы на комп, и ты начинаешь, типа, они мониторят все, что ты делаешь, записываются и демки там, и можно и Мгм. Discord, вот, поэтому полностью видно, что как бы ты делаешь. То есть, если бы Valve заморочились, они могли бы, ну, даже не они просто говорят организаторам, которые и так это уже делают, дать такую возможность. Просто как будто бы они поленились и решили просто эту тему не мусолить и просто взяли Ну, просто взяли и и наказали сделали такие всех. Вот ты правила. сам говоришь, что это действительно было сделано, скорее всего, из-за этого бага, которым пользовались некоторые тренеры, и которых, кстати, тоже, как вчера сказали, Valve накажут. Они будут выдавать вот эти штрафные очки, и если некоторые тренеры, которые больше всего использовали этот баг, они не смогут вообще никогда участвовать в турнирах от Valve, а другие же просто пропустят там, какое-то количество турниров в зависимости от того, сколько раз они использовали баг. И тут получается, что Valve наказывают абсолютно всех. То есть, условно, там, вы, которые тоже пострадали от человека, который использовал этот баг, также получаете наказание, и ты не сможешь играть с ребятами и слушать, и сидеть с ними тоже То в есть тимспике. тут есть два пункта таких интересных. Если баг так долго существовал и была возможность в такой длительный период по сути, протестировать людей, тренеров. То есть, если ты там за эти 5-6 лет баг не использовал, то это какой-никакой все-таки тест, испытание, то есть ты как бы прошел проверку, ты как бы честный. Как бы можно было уже вдуматься в то, что это отличный фильтр того, что как бы баг долго был не заметен, в чем, в принципе, есть косяк, но это в то же время как бы отличный фильтр тех, кого можно не наказывать. Вот. И Мгм. второй пункт, то, что в этом ничего страшного нет, как бы я не понимаю, ну, почему все так паникуют, потому что я уже сказал, что это отличная закалка перед ланами, потому что все уже адаптировались к этой онлайн-эре, и тренер получил как бы полномочия, которых нет на лане, и нужно от них как бы отвыкать и переходить снова на лан. И отлично будет, если ну, это правило ведут, и тогда мы как бы подготовимся к лану, потому что все как-никак мы привыкли играть уже в Ну да, онлайне. логично. И Мгм. я коммуницирую часто с командой, и могу давать какие-то подсказки Кириллу, поэтому это хорошо, с одной стороны. Мгм. Хорошо, давай поговорим о следующей теме. Это, конечно же, штрафы за замены на РМР-турнирах. В то время как весь мир и команды, в принципе, двигаются в сторону составов из 6 игроков, а может быть и больше, как некоторые говорят, это возможно. Valve же как раз категорически против этого, насколько я понимаю, потому что теперь, если ты делаешь замену на РМР-турнире, то ты теряешь 20% РМР-очков. Согласен ли ты с этим изменением? И что вообще думаешь? Я думаю, что если бы весь мир как раз-таки перешел на эту модель, тогда бы Valve не сильно сопротивлялись. Возможно, если мы будем как бы эту тему лоббировать везде и все перейдут, тогда через год-два Valve поменяет правила и поймет, что это как бы новый стандарт. А пока что это все-таки эксперимент, с одной стороны. Мы какие-то 3 команды, сначала одна, потом еще одна, и так как бы сейчас есть 3 команды, которые как бы используют эту модель, но все равно это не стандарт. И Valve думает, почему как бы мы должны подстраиваться, все должны подстраиваться под 3 команды. Там появилось несколько еще команд, там вроде как есть у Fury, что-то есть у Spirit. Ну, ты как думаешь, Вот, поэтому, это да, станет, модель станет рабочей? То есть мы будем видеть все больше и больше составов из 6 человек? тут зависит все от многих факторов, и от организаторов турниров, и от тех же
в будущем от тех же Valve. От клубов, которые будут эту тему развивать и эту модель развивать и набирать как бы молодых талантов. В целом, да, это очень эффективная модель. Если у нее будущее, зависит именно от того, насколько все будут действовать именно в этом направлении. Нужно именно развивать всячески эту модель. Давать, не знаю, давать всем пример, показывать всем пример, что это эффективно. Просто, с одной стороны, это же может быть и затратно, если у тебя дорогие игроки в клубе играют. Не все могут это себе Вот, а с другой, позволить. да, но с другой стороны, если у тебя играют молодые игроки и вообще академии, скажем так, игроки из академии, у которых нет как бы статуса игроков абсолютно никакого, ну, звездного, полные новички, как бы, тогда это не затрата. Вот, но как я знаю, Valve пока что против этой модели только потому, что они считают, что это привилегия дорогих организаций, хотя, по сути, это не так, но для того, чтобы это было не так, как стандарт, это нужно именно, чтобы была экосистема, какая-то инфраструктура четкая, где ты набираешь именно там из академий свой состав игроков, и тогда это ни для кого не затратно, и это может быть рабочая, эффективная модель, и тогда это выйдет как на новый уровень, и Valve поменяет. И Вот. это, Просто кстати, будет сейчас классной подготовкой для вот этих молодых ребят, у которых будет шанс сразиться на тир-1 уровне на крутых турнирах, да. Да, да, потому что пока что все-таки почему-то все думают, что это как бы новая модель, но нет, она все еще как бы на стадии разработки. Ей нужно Расскажи время. немножко про бита. Напоследок давай поговорим о наших актуальных новостях. Вы выиграли Blast, и Бит выступал за вас в финале в том числе. Расскажи, как он влился в коллектив, как ты выстраиваешь сейчас тренировки и как эта модель функционирует как раз в Нави. Отлично влился Валера в коллектив. Пока играет только одну карту, поэтому никаких проблем с тренировками нет. Просто вот у нас есть на неделе, например, карта Инферно, он приходит тренироваться на эту карту, и там, Егор параллельно смотрит в спектаторах, как мы играем. Также Валера смотрит, как мы играем другие карты, набирается каких-то знаний новых, тоже прогрессирует. То есть все отлично. Мы пока смотрим на динамику, как это все работает. Старая модель существовала намного дольше, и все к ней привыкли. Ты видишь очень много возможностей, но не видишь, возможно, каких-то подводных камней, и нужно постепенно к этому приходить, чтобы случайно не напороться на какую-то проблему. Ну да, которую не ожидаешь, да? Хорошо, спасибо тебе большое за твои комментарии, потому что сейчас эта тема самая горячая, и все ее обсуждают. И да, я рада, что ты не так категоричен, как большинство людей в соцсетях. Спасибо тебе за это. Спасибо, да. Давай, пока, хорошего Все, тебе дня, пока. привет ребятам и удачи вам на турнирах.